Редкие семьи. Меня зовут Яна. Я приехала из города Сухум, из солнечной Абхазии. Я мама Адгура, и у нас синдром Вильямса. Адгуру уже 19 лет. Нам поставили диагноз только в 9 лет. То есть все 9 лет мы лечились от всего. Лежали во многих больницах в Москве. И попался нам очень такой хороший доктор, заведующий отделением Спиранской больницы Ирина Сергеевна. И она заподозрила какие-то, наверное, генетические нарушения, отправила нас в генетику. И генетик сказал, что у нас синдром Вильямса. И все, больше ничего не сказал. Когда попытались задавать какие-то вопросы, просто не отвечал, потому что там такая текучка. Мы ушли с диагнозом синдром Вильямса. Это было 10 лет назад практически. Когда ребенок не спит, не ест, созваниваешься с подругами, которые лежали с тобой в роддоме, спрашиваешь, а у вас так же? А у них не так, у них все в порядке, поел, спит, помыли, поменяли памперс, все хорошо. А у нас все не так. Почти до 3 лет очень плохо спал, плохо набирал вес, плохо ел. Такие моменты. Потом уже, когда стали замечать, что отстает в развитии, но это скорее уже были ближе к школьному возрасту. Мы пошли в подготовительную группу. Как-то за своим ребенком же не замечаешь. Кажется, что он самый лучший, самый красивый и самый умный. Потом он очень хорошо запоминал, читали стишки, рассказывали всякие рассказы. Так что думали, что все хорошо. Уже когда пошел в школу и столкнулись с тем, что нужно держать ручку, и соединить 2 точки, да, не получается. Как не получается? И бились, но тяжело очень все давалось. И тогда уже, конечно, как-то стали понимать, что есть задержка умственного развития. И уже в этом направлении стали лечиться, всякие развивающие, и программы, и кололись, и в общем, в комплексе. Все было с трудом. Если бы я узнала, что синдром Вильямса в года в 2, в 3, то, конечно, и мое отношение, естественно, было все по-другому, конечно. То есть ты уже бы не требовала, я бы не требовала от ребенка невозможного. Я понимала вообще, что происходит и в каком направлении с ним работать. И если бы было столько информации, как сейчас получают мамы, у кого маленькие вильямсята, конечно, это совсем по-другому, совсем. Другое качество совсем жизни было бы. Ты требуешь то, что ребенок, в принципе, не может сделать, и готов биться головой о стенку, потому что не получается. А почему не получается, ты не понимаешь. Что дальше начало происходить? Конечно, стала искать информацию. Ее было очень мало. Списывалась в интернете. Попался мне очень такой хороший папа мальчика Глеба. Здесь, кстати, я не вижу их, и в прошлом году не видела. Но он такой довольно-таки активный. Писал мне, поддерживал, помогал. Как-то все постепенно, какие-то шажочки делаешь, как маленький ребенок, пытаешься понимать, осознавать, что... в полной мере все это осознание пришло, наверное, только когда попала в лагерь в прошлом году и увидела других детей. И в каждом маленьком увидела своего. То есть мой-то уже был большой, но я смотрела, думаю, маленький Адгур бегает. И потом было очень много информации, и когда ты уже действительно понимаешь, осознаешь, что вообще произошло, и понимаешь, что все не так уж плохо, все хорошо. Можно с этим жить, и даже очень даже жить. Я себя особым человеком не считаю, потому что есть многие люди такие же, как я, они со мной дружат. Я не считаю, что это болезнь вообще. Я считаю, что, как есть, так и есть. Я имею в виду то, что это не болезнь, правда. Потому что если болезнь была бы, сразу было бы видно. Это работа. В первую очередь над собой, над отношениями со своим особенным ребенком и над отношениями с близкими, которым тоже нужно донести
как к нему относиться, чего от него требовать, вот, где нужно, ну, где нужно с ним повнимательнее, как-то побережнее. Человек, он особенный. Они все люди особенные, потому что такие качества, как доброта, сострадание, это все у них в какой-то там степени, не знаю, самой возвышенной. Ну а что человеку? Самое главное, это когда ты любишь ближнего, вот, когда ты ему сочувствуешь, когда ты переживаешь его горе как свое. Вот это все про наших детей, они такие. Я такой человек, что я не люблю ни с кем ссориться. Я не люблю, даже на взрослых. Даже если меня кто-то выводит из себя, я не могу, нет. Я просто молча послушаю, что они скажут, и все. Мне все нравится, мой характер. Я не жесткий человек вообще. Я не люблю не добро делать, я люблю только добро делать. Я всегда его делаю. Ну, меня очень многие любят. Люди по-особенному любят. Сложно живется. Я думаю, что всем особенным сейчас, мы даже не только про синдром, всем особенным живется сложно. Тем более, что мы из Абхазии, в Абхазии мы одни такие, больше таких нету. Вот, поэтому про Вильямса там не знают вообще ничего. Ну, теперь вот уже знают, когда мы приходим. Ну, мы практически не ходим в наши поликлиники, потому что у нас все с Москвой, да, вот как-то так. Поэтому, ну, такие узкие, очень узкий круг знает. Ходили в школу, в коррекционную, ну, там тоже особенные детишки. Вот, там было нормально. Разные дети, разные люди встречаются на самом деле. Вот много хороших очень людей, которые относятся терпимо и по-доброму, но много и не очень хороших, которые могут воспользоваться какой-то его наивностью, которым отделать нечего, могут его обидеть, а он сильно переживает. Была такая ситуация, я работал в веревочном центре, у нас в Сухуми открыли. И у меня украли телефон. И сказали, пока я не совершу плохое дело, мы тебе не вернем телефон. Я не хотел этого делать вообще. Ну, в общем, ужасная ситуация случилась, когда на меня начали налетать очень плохими словами. Надо мной все смеялись, и из-за этого я ушел. Ну, все, кто там работает, смеялись надо мной. Из-за этого я ушел оттуда. Не ожидал такой ситуации для них. Ну, мы вместе кушали, я приносил нашу национальную еду, когда у нас какие-то были. Ну, сейчас я их на самом деле не простил, потому что очень обидно до сих пор мне. Они обратно зовут меня, но я не знаю, мама сказала, что я не пойду туда больше работать. Но если я не пойду, это не страшно, потому что я работаю еще помощник нотариуса, и мне очень все достаточно. Дети, с кем он рос, ходили вместе в садик, вот потом в начальную школу вместе. Но дети вырастают, вот, а Адгур-то практически остается маленьким. Хотя ему 19, он там на уровне, может, 10-летнего, 12-летнего мальчика. Дети выросли, они уже поступили, им 19 лет, да, закончили школу. А Адгур-то, вот, и они уже с ним не общаются. Вот это обидно. И так вот каждый подрастает и перестает общаться. Вот это ему сложно очень. Но он сориентируется, находит поменьше и потом начинает дружить с ними. Помогает. Где чувствует, что помощь его нужна и уместна, он старается помочь. Мне нравится заниматься волонтерством. Я смотрю за детьми. У меня в Сухуми 86 детей в школе. И я за ними смотрю каждый день почти. Ну, у них заканчиваются уроки, и они приходят ко мне, мы с ними гуляем по школе, потом в магазин ходим. Я им покупаю много чего, когда они просят. Целый час. И потом все, потом расходимся уже. Да, сегодня у Адгура день рождения, да, ему исполняется 19 лет. Называю эту цифру, у меня у самой шок, 19 лет. С момента его рождения желаю ему только здоровья, потому что его не хватает, к сожалению. Остальное все есть. Любовь, близких, друзей. Вот столько людей сегодня его поздравляет. Для него это самое важное, самое приятное. Ну, еще раз здоровье и только здоровье. Моя мечта в будущем, и когда я вырасту, я хочу построить
такой же лагерь, как здесь. Я хочу собрать всех наших, чтобы все приехали тоже, ну, как обычно, сделать такой же лагерь, чтобы им хорошо было, чтобы занятия тоже такие же были. Ну, у меня грандиозные планы в будущем. Семья замечательная. У нас с самого рождения, когда уже понимали, что да, какие-то проблемы с ребенком, то, конечно, все вместе, все помогают. Вот. Ну а после того, как узнали, что синдром, ну мы лично с папой, с супругом, ну такая переоценка, конечно, происходит. Но я думаю, она происходит, знаете, как только у нас, вот я, папа, ну, вот в наших отношениях. А уже от нас остальные, там, моя мама, бабушки, дедушки, уже они в полной мере, я думаю, что все равно они не осознают, потому что их даже нет в лагере, они вот не понимают, да, всей этой ситуации, они, ну, не пропитались этим, это нужно пережить. Вот. И мы как-то пытаемся им объяснять, говорить, уже даже по нашему отношению с Адгуром, они понимают, как надо выстраивать с ним. Ну, я желаю всем всего самого наилучшего. Я благодарен всем, кто организовал, кто приехал, всем нашим людям, что они такие добрые, хорошие люди. Я очень рад, что я с ними встретился во второй раз. Ну, год назад мы тоже встречались, и в этом году это очень клево и очень хорошо с ними здесь. Я думаю, что самое главное – это мама. И мама должна понять и осознать, что произошло. Ну, говорить, что ничего не произошло, это неправда. Произошло. У тебя особенный ребенок. И поэтому от мамы и от ее восприятия, от ее отношения зависит все. Я в этом уверена. Зависит отношение папы, отношение близких, ну и, конечно, отношения окружающих, которые надо постоянно регулировать. Все. Я особенный. Каждый особенный.